Вы когда-нибудь задумывались, почему в стране потомков викингов и норманнов так прижился кальян, атрибут исконной индийской и восточной культуры? В любом городе нашей необъятной родины множество любителей кальянов за несколько лет проходят путь от потребителя до экспертов табакокурения. Создаются предприятия, производства, торговые организации, быстро заменяющие кальянный импорт собственными продуктами. Объяснить феномен русского кальяна стихийным развитием было бы неправильно. У истоков великих свершений всегда стоят энтузиасты, отдавшие любимому делу большую часть своей жизни. Кто и каким образом повлиял на триумфальное шествие кальянной культуры в России? Это мы и выясним в нашем фильме. До того, как я занялся кальянами, я был счастлив. Это была прекрасная жизнь без кальянов. Было все хорошо у меня. Потом что-то произошло, вот в жизни как-то сошлись звезды, может, там взрыв сверхновой где-то в космосе, и все. Я с тех пор занимаюсь кальянами, 10 лет не был в отпуске, и, в принципе, наверное, никогда не буду. Кальян я попробовал, по-моему, в 2014 году в первый раз в своей жизни. Скучно мне было жить, и вот решил окунуться в что-то такое свойское, типа кальянной индустрии. Я вообще мыслил, что построю карьеру в банковском секторе, в банковском бизнесе. Но я и учился на эту специальность. Я всегда знал, чем я хочу заниматься. Я знал, в какой я хочу университет, что я хочу делать. И я, собственно, пошел, устроился работать в банк. Занимался продажей кредитов, эквайринга, банковских продуктов и всего такого. Прошел хорошую школу продаж. На самом деле, до того, как начать заниматься профессионально кальянами, я нигде так вот серьезно не работал. Я учился, и у меня планировалась даже, как это сказать, научная карьера. Я должен был пойти в аспирантуру своего вуза, начать преподавать на кафедре энтомологии и параллельно делать, работать над кандидатской в Центре карантина растений. Как нормальный приезжий гастарбайтер, я занимался стройкой. Вовсю строили, пилили, мазали, красили. Я даже не знаю, у меня больше всего, наверное, были продажи. Я продавал компьютерную технику, потом я продавал услуги связи. Год, по 2009 даже, скорее всего. В 2006 году я поступил в Санкт-Петербургский политехнический университет и закончил его в 2012 как инженер-программист. Но при этом в 2011 году я понял, что это не единственная сфера, которая мне интересна, поэтому начал увлекаться кальянным искусством. Я жила какое-то время в Египте, 15 лет назад. Там познакомилась с кальянами, а тут же привезла свой первый кальян. С кальяном люди знакомились в основном так. Кто-то привез его из Египта, кто-то привез с собой небольшое количество табака и углей. Достать что-то было практически невозможно, доставали, собственно говоря, тоже с друзьями из Египта. Потом я стала уже ходить в профессиональные какие-то сообщества, смотреть, учиться, забивать. И я работала директором по маркетингу, курила каждый вечер. А потом в какой-то момент решила создать первое заведение, после этого все понеслось. Тогда я покурил нахлу двойное яблоко и нахлу вишню. Прекрасно это помню. Впечатления были самые интересные. То есть представляете эту старую пачку, открываешь ее, там такой липкий лист табачный. Было ни на что не похоже и оставило такое серьезное впечатление. Я пришел в Артсмоук, и так получилось, что меня кальянная индустрия буквально поглотила. Ну и плюс была история, что то, что я планировал для себя в научном плане, оказалось мне не очень интересным по ряду политических причин. Это было в Анапе, мы были на отдыхе с братьями и друзьями, поехали в студенческий лагерь, и там в номере раскурили кальян. Был китайский какой-то кальян, по-моему, был Агер. Курили альфакер, абрикос, мята. Помню этот микс. Одна очень популярная такая сеть сигарных заведений поработала со мной в качестве, опять же, по строительству, дизайн, отделка и так далее. Мне очень понравилась аудитория вот эта, которая была в этих барах, лаунжах. То есть это как кальянные, только не кальянные, а сигарные заведения. Я остался там работать, после этого я попал на всем известную Погарскую сигаретно-сигарную фабрику и работал уже в качестве начала помощник дизайнера, потом дизайнер, потом стал сам продакт-менеджером.
И в итоге, там, когда уже там набил себе много-много опыта, я решил заняться самым таким проблемным рынком, это кальянным рынком. Была прям точка, я даже место знаю, где это произошло. Отец мне подарил наш семейный участок дачный. Я его продала, купила новый ближе к дому, и надо было строить дом. И отец мне сказал, что строй вот на этот миллион. И я ехала, размышляла о доме, какой он будет. Ехала за сыном в машине за городом. И в какой-то момент я подумала, я маркетолог, у меня 3 высших образования, я работаю директором по маркетингу в крупном холдинге. И при этом продаю те вещи, которые для меня чужды. А кальян для меня мое приятное хобби. Почему я не занимаюсь этим хобби? Может быть, на этот миллион мне открыть свое первое заведение? Ну, естественно, миллионом не ограничилось, пришлось брать еще кредиты. Но вот я открыла первое заведение, где мы сейчас находимся. И с тех пор понеслась вся история. Потом второе заведение, третье заведение. Дача так и не состоялась. Любимое дело быстро переросло в профессию, заставляя посвятить всего себя формированию новой индустрии, еще вчера являющую собой стихийную торговлю кальянным импортом. Мы решили заняться ими профессионально тогда, когда нам независимо, мне и моему компаньону, пришла в голову идея подарить кому-то из друзей кальян. И мы начали искать возможности, независимо друг от друга. Это происходило вот параллельно в один и тот же год, практически там в какие-то одни и те же месяцы. В 2005 году нам захотелось подарить разным друзьям кальян. Мы начали искать возможности, мы выяснили, что кальяны стоят $200 на тот момент. Они низкого качества. И после какого-то непродолжительного рассуждения мы решили, что надо бы открывать магазин кальянов. Я видел поток запросов на то, чтобы там, сделайте нам кальянный табак, сделайте нам кальянный табак. Это прям десятки запросов в месяц было. Это все была одна и та же история. Сделайте нам аналог Дарксайда, сделайте нам аналог Танжерса. И начал уже, понял, что все, что производится, оно производится там однотипно. При этом там 9 из 10 брендов, они производились на уровне мультиварки, а у меня под боком целое производство, с которым можно делать там различные опыты, сложные, там, дорогостоящие, высокотехнологичные. Я просто пошел в спортзал. Пошел в спортзал и познакомился в спортзале со своим другом, напарником. Начал со мной общаться, рассказывать, помогать. Добавились в соцсетях, я там начал смотреть его стену, увидел, что у него есть там фотки с кальяном. Ну и вот я ему сказал, что у меня есть не только альфакер, но и куча других табаков. Ему стало интересно попробовать. Мы собрались у него в гараже и курили кальян. Все очень просто. Это просто были дружеские встречи для покура. А в итоге именно он, не я, предложил заснять что-нибудь на YouTube с кальяном, типа пусть будет. Ну вот, мы и сняли один. Сделал дымный кальян на Старбазе вроде. Получилось довольно много дыма, и все начали писать и спрашивать, как, чё, почем. И я вот решил заснять. Начну издалека. У нас Айк видно, что переживает. Я хочу тебе сделать сейчас, дать задание, лютое задание. Вспомни тот первый кальян, который в 2014 году ты курил с друганами в Анапе. Там нечего реализовать. Случайно у нас на столе оказалось не совсем тот микс, который у меня был в той чашке, но похожий. У нас будет персик и мята. Тогда было больше холодка. Давай, как больше холодка. Ну тогда ладно, будем делать 70/30. В общем, берем 30 мяты. Я тогда забивал исключительно вот так. Брал, клал, вот так делал, типа, чтобы не было больших кусков. Руками. Да, вот прям так я все это и делал. А у меня не было ничего с собой тогда. Я, чтобы ты понимал, дырки делал. Тогда ничего не надо было. Уголь, кстати, был 22-й, скорее всего, у нас сейчас 25-й. К сожалению, это был не... Карбопол. Да, Карбопол. А у нас есть карбопол? Здесь нет. Очень жаль. Я брал и насыпал. У меня не было никаких навыков, никаких умений. Я вот так все сделал. Ага. Да. Овером, не овером касание? Или ты тогда не Мне знал? сказали, что фольга не должна касаться табака. Все, отлично. Я сделал, все для этого. Ну, это, я считаю, профессиональная забивка уже. Между прочим. Руки чисто наработаны. Не, ну часто да. Тогда я вот примерно так все и положил. Вот как-то так все лежало. Взял вот так фольгу грязно, вот так брал ее, вот так взял. Вот так начал натягивать. Так.
Да, у меня- И прям всю чашку обернул. Нет, не всю. Мне сказали потом подрезать. У меня типа, очень много ее все равно было. Мы сейчас от нее избавимся, от излишков, но ее было реально много. У меня все равно так прям слишком много. Чашка перегрелась за 5 минут, пару наверное. минут буквально, да. Вот. Она у меня проседала, она у меня была плохо натянута, грязная. Естественно, отверстие ты делал зубочисткой. Да, и причем, знаешь, как это вот прям так. Я сначала спросил, сколько надо сделать, мне сказали, неважно. Я такой, ну ладно, и вот просто вот примерно вот так я их и сделал. Супер ужасно, супер крупно, вот так, именно с центром совсем вот так, на рандом бил. Я же не знал, что от этого типа многое зависит. Думал, ну, барьер типа какой-то. Вот как-то так я тогда сделал. Вот так все сделал. Сказал, пацаны, чашка готова. Все. Так, кальян у тебя был какой? Агер. Вот так все это было. Только кальян был вот такой, ну типа вот такой. Китайский. Да. Но если честно, реально я тебе отвечаю, мне было 17 лет, уже, нет, 17 лет мне было, я не был пьян, когда курили кальян, а они все были такие подвыпившие. Я реально получил, короче, несмотря на то, что это был ужас, ну, сейчас в современном представлении, да, но я такой, блин, ну как прикольно, я ощущаю свежесть, да, так, дым, прикольно, я такой... Короче, вот так я забил эту чашку. Тебе осталось только попробовать. Я уже первый пару тяг сделал. Да, ты сказал, что прикольно, да? Ну, я тебе, ну, прям, слушай, попробуй. Это вот даже Все концептуально новое, прикольно. все новое. Это хорошо забытое старое. Согласен. Вот дырки на фольге лютые, конечно, вообще. Блядь, ну это в натуре альфач. Вот реально альфач не спутать ни с чем. Ну да. Я сомневаюсь, конечно, что у вас курилось так же в Анапе. Слушай, ну не хуже. Если бы были кокосовые угли вместо гарбопола, 1 в 1, отвечаю. Ну, только тяга там потяжелее. Ну, я тебе могу поправить это. На. О, зачем ты это сделал? Как на агере тяга теперь зато. Ну, вспоминаю свой 15-й год, когда сам ничего не умел делать, смотрел блогеров и забивал примерно так же. Ну, слушай, для того, чтобы курить в Анапе среди друзей, которые пьяные, вообще отлично. Согласен с тобой. Как вообще пришла идея забить именно вот два этих вкуса? Буквально вкратце. Очень просто. Мы зашли в магазин. Там было два вкуса, да? Нет, там было их чуть больше, но эти вкусы еще более-менее сочетались. Там типа абрикос, мясо, все. Я не представляю, как можно было в 15 году курить такую тягу и, блин, такие вкусы. Ну, не было... Это было потрясающе. Не было выбора. Это было потрясающе. Мало кто знает, что широкое распространение кальянов за последние 10 лет было обусловлено импортом арабской и турецкой продукции в начале нулевых. Впоследствии пионеры кальянового дела уступили место новым героям, оставив после себя прочный фундамент для развития индустрии. Вместе с другом взяли в аренду площадь в клубе «Точка». Это самый первый магазин кальянов в Москве, который был. Люди шли просто валом, торговля была бурная. Найти где-то такой ассортимент этого товара было невозможно в те времена. Изначально вообще, когда все это начиналось, был такой расчет, что это года на 2-3, и кальяны просто никому не интересны станут. Но настолько это все начало развиваться, что показатель совершенно превзошел все ожидания. С 2008 года тренд такой пошел, что уже появилось очень много разных марок, но большей частью то, что ты посоветуешь, предложишь клиенту, то они и брали. Особенно это касалось именно магазинов. Ну, опять же, менеджеров, если через интернет продавать. Так, то есть на тот момент можно было раскрутить легко любой табак. В Питере курить. Так было бы правильнее назвать бессменный хит Шнурова, принимая во внимание решающую роль северной столицы в создании индустрии. Значит, в 2005 году мы начали наш бизнес, как я уже сказал, очень романтически. Мы тогда оба, я и мой компаньон, работали где-то над чем-то и делали это в очень аккуратной манере. Мы не принимали решение о том, что мы сразу же вкладываем какие-то серьезные деньги.
Мы попробовали сначала открыть страничку в интернете, где были бы представлены те кальяны, которые мы собирались торговать, и попродавать их в свободное время. Кальяны эти мы купили около станции метро «Балтийская» в Санкт-Петербурге. Они были неисправны, поэтому нам их продали по низкой цене. Мы привели их в порядок и продали за 1600, 1700 и 1800 рублей. Это первые 3 кальяна были проданы. Очень романтично. Вот, когда мы поняли, что у нас их купили в течение не скольки-то часов, но скольки-то 2 или 3 дней, мы поняли, что можно заниматься этим делом более серьезно. Мы тогда покупали кальяны в нескольких компаниях, которые занимались их поставками. Из питерских это была компания «Росэкопродукт», которая потом переросла в мир кальянов, так или иначе, с Сергеем Вишневым. А в Москве мы закупались на легендарном рынке Севастопольская. Познакомились тогда со всеми этими прекрасными арабами, которые у нас, арабами, не арабами, афганцами, которые там торговали. И с закупками нам помогал, внимание, Евгений Федотов. Он тогда бегал по Севасу, покупал нам эти кальяны, мы ему платили какую-то небольшую маржу. В общем, все было, опять же, максимально романтически. Вот. Сняли здесь недалеко первый склад, и первый магазин у нас появился вот в том самом здании, где мы сейчас находимся. Это перекресток Апраксина и Садовой. В общем, есть конкретная причина. Это 2008 год, кризис 2008 года. Финансовый кризис, меня уволили из банка. Вот, я летом сидел без работы, думал, чем таким заняться. Ходил по собеседованиям в другие банки, искал места. Ну и при этом было хобби, собственно, кальян. Мы уже как-то так немного тусовали с Олегом. Вот. И вот Олег позвал меня. Не хочешь, вот есть ребята, продали мы тут партию кальянов в одно крупное заведение. Они вообще не знают, что, кого, как. Вот надо прийти, как бы там все организовать, как это вообще все делать. Они вообще не понимают. Нужно было наладить работу с кальянами. Там подсоединялись и другие рестораны еще, куда тоже закупались кальяны. Надо было наладить. Я стал приглашать своих друзей. Подключалось новые рестораны, закупались туда новые кальяны. А потом еще появился проект с Евразией, где Олег Княгинин со своим партнером Сергеем Ватяковым, я помню, позвали меня на встречу с Алексеем Фурсовым, это основатель сети Евразия, это первый вообще в России сеть суши-баров. Кальянный рынок заведений, кальянный рынок магазинов на тот момент был абсолютно не развит, то есть не было такого, что были специализированные кальянные магазины. Разве что сеть магазинов «Кальян СПБ» и только-только начинающаяся сеть «Мир кальянов» в Санкт-Петербурге. То есть не было такого, что были крупные сети по всей России, не было сетей лаунжей. Насколько я помню, где-то в 2002 или 2003 году открылось, в принципе, первое кальянное специализированное заведение в Петербурге. Это было заведение «Мамуния», было еще заведение «Картуш», которое открывалось даже чуть раньше, чем «Мамуния». Но многие из них за счет того, что не было портрета потребителя кальяна, просто именно прийти ради кальяна, такого еще не было. И потом постепенно пришло осознание того, что это прикольная, набирающая оборот тема, конец нулевых. Многие рестораны этим интересуются, но не знают, что с этим делать. И мы с компаньонами, кто мне помогал, это еще 2 других ребята, Алексей Рублев и Борис Мисиков, мы решили создать аутсорсинговую компанию «Нарджиле». Наша фирменная кальянная, называется она The Office Nardжиле Lounge. Мы работаем круглые сутки. Вот мы открыли свою кальянную где-то 4 месяца назад и активно тестируем здесь все самое. С некоторым запозданием, но со свойственным Москве размахом, жители столицы ворвались в кальянную индустрию, создавая компании и проекты, не имеющие шансов на неудачу. Но профессионально я начал работать, как я уже говорю, в 2010-м. И изначально я не планировал надолго устраиваться в компанию. То есть
летняя подработка, заработать немного денег и пойти дальше заниматься наукой. Я уволился, но меня прям попросили вернуться обратно, передумать. И через месяц я вернулся, и первым проектом было наладить систему обучения в компании. Вообще, в принципе, тогда отсутствовало какое-либо обучение профессиональное в индустрии. Было просто 0 людей, которые реально хорошо понимали, как это работает. И особенно, как рассказывать об этом правильно, как выстраивать систему сервиса. Для того времени было просто уникальным, да, потому что и сам кальян был уникальной системой, да, Медуза. И наш сервис был, наверное, лучшим среди прочих, которые работали именно в аутсорсинге на премиум-рестораны. 2011 год. И мы вместе с этим мы начали продавать кальяны онлайн, вместе с этим мы запустили аутсорс в нескольких московских ресторанах. Мы стояли. Это было сложно, очень много времени на это уходило, не то чтобы много денег на этом зарабатывали. И уже в 2013 году мы открыли Hookah Place как свое место, где все будет как мы хотим, а не приходить в какой-то ресторан и объяснять, почему это должно быть так, и делить с ними выручку от кальянов. Был забавный момент, когда мы выходили в ресторан BQ. И обычно, когда ты выходишь в новый ресторан, его владелец или управляющий, они не очень сильно понимают вообще, что такое кальян, особенно в те годы. Да? Сейчас это понимают все, тогда это было что-то такое восточное, маргинальное. Продукты, они по традиционным методам готовились. Я уже начал из своего опыта ковырять, какие технологии применяются в трубочных табаках, в курительных табаках, и как их можно применить в кальянных табаках. И я это рассчитывал как некий экспириенс. Получится хорошо, не получится. Хуже не будет, так сказать. Я не рассчитывал, что все вот так выйдет. Да как и все, начался просто перебор опытных образцов. И просто методом перебора курить, изучать, что, как, с чем сочетается, с чем не сочетается. Это на самом деле не было какого-то Да я до сих пор уверен, не существует ни одного института, который может конкретно прийти и научить тебя делать кальянный табак. Никогда я в тот момент не думал, что это так далеко меня уведет, то есть это просто было как такая хобби, фишка, как можно с ребятами пойти в бар выпить в пятницу, в субботу, также и покурить кальян. Никогда не думал, что это станет таким делом жизни. Антох, ты говорил, что в 2017 году ты снял ролик про кальянный бизнес, где сказал, что нельзя за 3 миллиона открывать кальянную. Да. Компания McLeod сняла ролик, как открыть кальян за 300 тысяч, 300 или 400 тысяч просмотров, якобы, да, и вроде тема интересная, популярная. Почему раньше люди открывали за 300 тысяч, кальян стоил 600-700 рублей, ты открыл несколько миллионов, десятки миллионов рублей, и цена кальяна сколько у вас, 800 рублей, да? То есть, почему так? Почему так происходит? У нас кальян стоит 1300, кальянная стоит около 40 миллионов рублей, да. Почему так происходит? Слушай, раньше можно было зарабатывать больше, не нарушать законы и так далее. Сейчас есть конкуренция, нужно давать качественный продукт за адекватные деньги. Но 800 рублей – это полная фигня. У нас кальян стоит 1300, и есть большое меню из напитков и так далее, средний чек выше, скажем так, да. Вот как бы мы находимся в самом центре Москвы, сейчас тут сделали фонтан. Когда люди открывают за 10 тысяч долларов и отбиваются, допустим, быстро даже, за 3 месяца, да, допустим, отбились, да. Окей, сколько они могут зарабатывать на этом заведении? Год, 2, да. Но они могут зарабатывать пару тысяч долларов на нем, допустим, да. Если ты открылся за 40 миллионов рублей, да, ты отбиваться будешь, я не делаю вид, конечно, ты будешь отбиваться долго, но... Здоровье этого заведения? Здоровье этого заведения, во-первых, его статус, его культ, во-первых, он проживет намного дольше, да, то есть у тебя есть запас прочности очень большой. Во-вторых, когда ты делаешь качественный проект, если завтра что-то произойдет в моей жизни, надо мне, я его продам дороже, чем мы его сделали, просто потому что люди, бизнес, да, это уже есть оборотка, есть большие цифры. А если я открыл кальянную за 10 тысяч долларов, да я не знаю, кому я продам, я буду на Авито, их там сейчас, знаешь, сколько выставлено? Их очень много. Ты ее не продашь. Ты не думаешь, что ты сейчас так мыслишь в силу своих финансовых возможностей? Естественно, к этому надо прийти, естественно, да. У нас есть экраны наверху, экраны здесь, LED-панели, это встроенные в
стену? Просто в стену, да. Обычно на мероприятиях вы можете такое видеть. Понятно, их берут в аренду, как готовый собранный конструкт берут в аренду. А поставить себе в заведение это все интегрировать, это ну, как бы, все экраны здесь стоят дороже миллиона рублей, конечно, да. Даже не думал, мне кажется. Вообще вот самое дорогое это общий ремонт, а не какая-то конкретно отдельно взятая вещь. Вот, например, вот эти вот стены, да, это сначала была, как это называется, гипс, который потом художники оббивали, и художники потом обрабатывали чем-то типа штукатурки, состаривали и так далее. И если посмотреть по заведению, у нас этих стен просто дофига. Это кто знает про работу с художественной штукатуркой, со всеми этими вещами, это даже не штукатурка, это просто такое художники, а не штукатурщики это делали, которые занимаются именно состариванием. И, конечно, в ремонте здесь очень много денег. Когда ты уже вложил 30 и что-то не так, как ты хочешь, ты уже думаешь, ну уже странно было бы не доделать. Еще чуть-чуть, чтобы было, да. Чуть-чуть, 10 миллионов. И вот так получается, да. А потом еще приходит пожарка и говорит, у вас здесь должна быть вот эта фигня. И вся вот эта стена с разрезом, с кирпичом, и здесь вот эта фигня. Ну ничего не поделаешь, вот приходится, да, какие-то такие вещи делать. Это Yamaha Disclавир. Те, кто занимаются музыкой или хоть немножко знают про инструменты, понимают, что такое рояль Yamaha Disclавир. Вот. Есть такие музыканты, которые приходили, о, это что, Yamaha Disclавир? Да, Реально? Да, конечно. Ну, типа, это топового уровня рояль. Вообще рояль это, в принципе, элитарная штука. Пианино это круто. Рояль это элита, как бы, да. А любой инструмент Yamaha это вообще супер. Антон, вот к тебе приходит, как-то рождается идея в голове, ты эту идею сам реализуешь или нанимаешь специалистов? Ты имеешь в виду, как выглядит проект? Да, как выглядит проект. Не, ну, конечно, я не сижу ни в какой там программе для создания интерьеров, да, конечно, есть дизайнер, который делает визуализацию, которую мы утверждаем, но типа 99% всего, что есть в этом проекте, это то, что я ему говорю рисовать, условно говоря, да, то есть там есть какие-то идеи, конечно, которые он может сам накинуть, но 99% всего, что здесь есть, это мой дизайн, скажем так, да. Пытаюсь изначально объяснить, потом устаю и просто говорю, давай так, просто ты делаешь то, что я говорю, вот я говорю, это нарисовать, ты рисуешь, а понимать не надо. Самый другой проект в перспективе, который ты откроешь? Дороже, чем этот, перспектив нету сейчас. Есть, в моем понимании, более сложные проекты. Следующее, может быть, сделать наоборот камерным, наоборот маленьким. Да, то есть я люблю разные проекты. Я не хочу, мы сделали большой, следующий 500 метров. Еще Нет, больше, да. такого нет вообще задачи, да. Многомиллионная индустрия когда-то создавалась энтузиастами, внедряющими революционные технические решения, благодаря которым индийское изобретение в 21 веке стало исконно русским. Наверное, 11-й год. То есть первое, что я сделал муштук. Вообще, в принципе, я сделал шланг для кальяна. То есть это был первый мой продукт, с которого все началось. Получилось так, что у меня был кальян Мия, был стандартный шланг этого кальяна. И в какой-то момент я просто разрезал шланг и увидел, что там ржавчина. То есть там была металлическая проволока из обычного металла, которая была настолько ржавая. Она была покрыта полиэтиленом и сверху вот этой красивой оберткой. То есть это был шланг, который внешне выглядел классно, а в итоге внутри оказался таким стрёмным, что люди, я помню, в ресторанах говорили, что что-то попадает при курении. И я понял, что попадает при курении. Это были не частицы табака, это была ржавчина. Первые, соответственно, муштуки, они были из стекла. То есть у меня была возможность делать стеклянные муштуки. Был друг, у которого была стекольная мастерская, и мы разработали форму муштука. На муштуке из стекла была такая же ступенька, как вот на стандартных муштуках. Это была такая фирменная фишка. То есть легко было одеть обычный муштук пластиковый. То есть это все было удобно. Но муштуки из стекла бились, и, соответственно, так был спроектирован, грубо говоря, муштук, тот, который у меня сейчас. Скажем так, его первая версия. И этот муштук был из авиационного алюминия. То есть этот материал был выбран не случайно, потому что
Этот материал легко было обрабатывать, достаточно легко было защищать от различных там коррозий и так далее, то есть посредством анодирования. И так появился первый мундштук. А потом я стал работать над кальяном, то есть скорее даже не то чтобы работать, я разместил заказ на... я просчитал определенные параметры, то есть это охлаждение, какое будет, какая будет площадь поверхности охлаждения и так далее. То есть я посчитал, какая должна быть высота шахты и заказал первый образец. Дизайн, он был вот благодаря вот этой ручке мундштука. В то время, как технические решения завоевывали рынок, ключевые игроки зарождающейся индустрии проходили точку невозврата, посвящая всего себя новым, рискованным проектам. В 2011 году я сделал сайт «Кальян Эксперт». На самом деле выбор имени случился очень быстро. Мы сидели с моей уже текущей женой и думали, как бы назвать проект. Думали, Кальян Эксперт. О, прикольно, почему бы не назвать проект так? И даже до сих пор, то есть многие меня называют там экспертом. Очень приятно, что вот это вот 5-секундное решение повлияло на всю мою жизнь. Почему был сделан этот сайт? Потому что хотелось сделать портал о чем-то, что мне нравится. Скорее, это было проект для того, чтобы изучить новые технологии по разработке сайтов. То есть использовать какие-то определенные движки, определенные там модули, плагины для того, чтобы попрактиковаться для дальнейшей своей учебы. Это был 13-й год, когда мы открывали Омар Хайям. Это было единственное заведение в округе, то есть на уровне там, километра вокруг в этот год был там, одно, максимум 2 заведения похожих. Через год стало таких заведений 20 в радиусе километра. Я еще тогда работала в офисе, я работала с 9 до 6 в офисе, потом приходила сюда, работала кальянщиком или официанткой или мойщицей, и не понимала, как можно уйти. У меня была зарплата 250 тысяч в месяц. Это была очень большая зарплата для этих времен, там, 7 лет назад. И уйти просто в никуда было очень страшно. Но через 3 месяца у нас уже была так называемая тройная посадка, когда у меня полный зал занят, на улице стоит очередь из столиков, которые ждут, когда освободятся столы, и столько же столов ждет на телефоне, когда освободятся столы. Поняла, что я в офис не вернусь, и на следующий день проснулась счастливой. Где-то в районе 2012 года я пришел в заведение «Илли Бар» около моего дома на метро Академическая в Санкт-Петербурге. Посидел, покурил, понял, что это был, наверное, самый худший кальян в моей жизни, и написал статью. Через несколько дней мне написала владелица заведения со словами «удали». Вот. Но при этом сказала, приходи к нам, научи нас делать кальяны. Я пришел, рассказал, показал, они сказали, а не хочешь ли ты поставить нам сюда свои кальяны и заняться аутсорсом? На тот момент я еще не очень знал, что это такое, но решил, а почему бы нет? Да я на самом деле первые полгода, как и Антон, просто по кайфу это делали. Мы не относились к этому как-то суперсерьезно. Мы просто делали то, что нам нравится. А когда начали производители к нам обращаться с какими-то предложениями о сотрудничестве. Ну, вы понимаете, да, мне было там 20 лет, 21 год, я там, типа, мне деньги предлагают, а я просто видосики снимаю. Очень странно. И не совсем было полное осознание того, что происходит. Наверное, уже конкретно я уже понял, что это бизнес, когда было принято решение открывать заведение. В этом же 2015 году мы приняли решение открыть заведение, но у нас не было денег, поэтому все деньги мы брали в долг. Когда мы подписали договор аренды помещения, в этот момент, наверное, вот внутри меня все перевернулось, и я понял, что все. Обратной дороги нет, и теперь это будет наша работа. Франшиза уже была года 2, и это был 2015 год. Это был очередной какой-то наверняка, ну вот какие-то моменты, которые я помню, да, это какой-то очередной хука-баттл. Там были в Краснодаре, были еще где-то. Куда меня позвали, где я сижу в жюри, где мне оплатили там перелеты, гостиницы, все там по высшему классу, и меня все ждут, и всем важно мое мнение, и тогда и все люди там из этого города, куда я приехал, из разных кальянных, хотят со мной познакомиться, не только сфотографироваться, потому что я блогер, но и пообсуждать с точки зрения бизнеса, показать свои проекты, там, спросить какой-то совет. Вот это ощущение, вот, да, вот в этих поездках, оно формировалось, что это уже действительно стало профессиональной деятельностью, да.
Как ты думаешь, вы вот это у нас здесь место для курения, здесь лаборатория, все здесь делаете? Здесь был придуман условно там, да, Пинкман. Пинкман был придуман на кухне у меня. Ну да, ну не здесь, но по сути, да, в той же самой атмосфере. Придумаете ли вы еще на базе этого офиса максимально прорывные вкусы, которые дадут вау-эффект у потребителя? Индустрия очень сильно выросла в качестве. И тут уже конкуренция большая. На тот момент мы там, получается, конкурировали с миксованной Адалией. А сейчас плюс-минус все подтянулись уже по уровню. И нужен какой-то другой прорыв. Мне почему-то кажется, что ваше сырье позволяет это делать. Ну да, потому что мы очень сильно, мы заранее планировали, что надо будет какие-то сложные вкусы делать, как-то расширять линейку. Конечно, мы там очень надеемся, что мы не будем ее раздувать до 150 вкусов. Хорошо живете. Вот. А может и к счастью, но в любом случае придется что-то ротировать, что-то убирать, но раздувать... Сколько у вас сейчас вкусов? 55, 60 где-то будет сейчас в ближайшее время. Да, на самом деле это чистой воды творчество. Просто ты изучил как бы вкусы, каждый ароматизатор попробовал в разных градациях. Ты запомнил, какой он во вкусе и так далее. Потом уже экспериментируешь там в своей голове. То есть флейвористом может стать кто угодно? Вообще легко. Это как картину писать. Ты пишешь картину, все, она тебе нравится. И так получилось, что она нравится другим. У меня не получается так. Я пишу картину, она никому не нравится. Вот ощущение у тебя есть такое, что вот когда-то был лидер кто-то, а ты сейчас смещаешь его? Когда мы с ними общаемся, наверное, я ощущаю это. И они ощущают тоже то, что я ощущаю. Вот это да, это самое главное. Есть компании, которые делают пространство для забивок, вилочки всякие. Почему вы этим не занимаетесь? Потому что мы занимаемся табаком в большей степени. И это наша стихия, мы в ней понимаем, мы это развиваем. Опять же, когда нам потребуется что-то подкачать, подогнать, возможно, мы займемся плотнее мерчом. Люди, которые сейчас посмотрят этот фильм, нарисуют тебе, как должна выглядеть профессиональная, идеальная доска для забивки, пространство для кальянчика. И в случае, если тебе понравится, ты ее попытаешься воплотить в жизнь и подаришь человеку, 10 килограммов табака условно. Давайте, окей, no problem. Мерч, все что угодно, рисуйте, присылайте, поработаем, договоримся. Ты в интервью сказал, что у вас в компании 8 человек занимаются продвижением, продажами, да, там? Не совсем так, 8 человек не входит. Давай расскажем, кто чем занимается. Так, Наталья специалист по маркетингу. Сейчас она там мозг всем делает, там звонит. Там, ты же вроде в интервью сказал, что у вас нет маркетинга. Специалист-то есть? Хорошо. Был бы специалист, а маркетинг мы придумаем. Я понял. Фотоаппарат, это что, рекордер какой-то? Да, это у нас Владосик, да. Нет, это видеограф, монтажер, там тра-ля-ля, всея Руси кинокамеры. Это что за камера? 6К снимает? Сколько она стоит? Но в совокупности все, что мы покупали, под 1 миллион выходило. Ирина, дизайнер. У вас панель такая прикольная здесь? Да. А вы сейчас какой вкус рисуете? Я не знаю, можно говорить. Это Наполеон тортик. Это тортик Наполеон? Да. И вкусно получилось? Там мед, я так понял, тесто, да? Скоро узнаете, да. Да нет, там один глаз просто. Или у Кутузова там был, да? Да, там был Наполеон. На самом деле вкусно будет. Испытав на себе болезни роста, каждый герой не смог избежать ошибок, совершенных в период бурного развития своего дела. То есть первая команда у нас была очень сильная, очень мощная, очень интересная. И когда начали меняться люди, они входили в семью и понимали, что здесь мы все бухаем вместе, мы все тусим. И вот эта тонкая грань между тем, что я могу присесть к гостю на краешек дивана и рассказать ему что-то о кальянах, очень быстро стерлась от того, что да я сижу, ты, гость, проходи, у нас тут френдли атмосфера, все нормально. Это была моя ошибка контроля. Я перешла в понебратство абсолютное.
и люди потеряли контроль над собой. Что тогда, что сейчас, есть огромное количество людей, которые выдают себя за экспертов в том, в чем они ничего не понимают, да, и экспертность свою они доказывают, очень сомнительными там практиками. Грубо говоря, 2010 год, действительно нет еще кальянных, нет еще никакой развитой системы сервиса. Есть наша проприетарная система, которая буквально каждый аспект приготовления кальяна разложила по полочкам и сказала, как это в точности делать, сколько секунд на это тратить, какие там граммовки и так далее, да, вот такое детальное погружение. И тогда приходилось прислушиваться к людям, которые предлагали промывать табак в воде, там, условно говоря, не подходить к кальянам, там, набрасывать побольше угля и оставлять это вот так, и это нормально курится. На самом деле тратится катастрофическое количество времени, ресурсов, и это практически всегда бесполезно. Вот. Я бы себе дал совет меньше слушать всякой чуши и больше верить в свои собственные принципы, убеждения и данные собственных экспериментов. Ошибок было куча и в плане сервиса, и в плане упаковки франшизы, пакета франшизы. Да куча ошибок. Не очень хотел делать рекламные интеграции, потому что думал, что хороший блог должен быть без рекламы. Но, как показывает практика, рано или поздно любой блог, абсолютно любой в интернете, он будет интегрировать рекламу. Потому что чтобы вести крутой качественный блог, нужно тратить огромную кучу денег. И если кто-то из блогеров или кто-то вообще в принципе говорит, что он не берет деньги за рекламу, что он там не работает с интеграциями рекламными, знаете, практически со 100% вероятностью этот человек обманывает вас. Он лжец, поэтому верить не стоит. Любой блог, он должен подкрепляться интеграцией, чтобы как минимум окупать этот блог. К концу 2010 года, без шуток, мы были лидерами аутсорсинга в Питере. У нас было 60-70 точек. И вы можете сами себе представить, какое количество персонала это обслуживало, каждую точку. То есть по 2 кальянщика на каждую. Это было невероятно сложно, и к определенному моменту мы поняли, что чтобы менеджить этим вопросом, тут надо что-то менять. И этот бизнес на самом деле имеет больше проблем, чем плюсов. В начале нулевых в России сформировался особый пласт любителей кальянов – кальянное комьюнити. Увлеченные молодые люди жадно впитывали восточные традиции табакокурения, привнося в них современные тенденции и активно развивая собственные проекты. Кальянное комьюнити в России начало формироваться при Юрии Надежине и его сайте Газа.ру. Сайт открылся, насколько я знаю, в 2003 году. И с тех пор постепенно эволюционировал, у него появился более развернутый форум, и этот форум потом превратился в Hookah.pro. Потом появился ВКонтакте, и, конечно, появление ВКонтакте это было просто какое-то взрывное событие, потому что сеть стала очень популярной, и одной из первых групп ВКонтакте, в принципе, появилась группа любителей кальяна Club 24. Ее основал основатель ВКонтакте Лев Левиев. Меня заметили, когда в группе было 400 человек, и сделали ее администратором. И с тех пор мы очень активно эту группу развивали. Она росла намного быстрее, чем форум Юрия. Нас достаточно быстро стало около 400 тысяч человек. То есть максимальное количество участников группы было 460 тысяч человек. Для того, чтобы у нас формировалась кальянная комьюнити, мы еще сделали одну важную вещь. Мы начали еженедельные встречи любителей кальяна в Петербурге. Когда я приехал в Питер, это в 2009 году, первое, что я сделал, я познакомился как раз с группой любителей кальяна. То есть я стал ходить на встречи, мы ходили по заведениям и курили кальян. Я не могу сказать, что это были прям какие-то задроты по кальянам. То есть, там были люди, у которых были магазины, которые продавали кальяны и так далее. Портрет комьюнити сложился где-то в 2013 году. Да, это совпадает, в общем-то, с открытием первого Hookah на Лубянке. Но вот к тому моменту какая-то критическая масса, какое-то такое комьюнити, оно действительно начало складываться. Начали появляться кальянные блогеры, они начали как-то разбираться в этом, люди начали высказывать идеи и подвергать их жесткой критике. Пошли какие-то очень сильные дискуссии на тему того, как правильно делать. Начали выделяться какие-то мастера, какие-то профессионалы.
них начали говорить и начали подчеркивать какие-то их скиллы. Это позволило сформировать такой классный костяк, который мы в том числе и до сих пор наблюдаем в кальянной теме. То есть многие из этих людей остались там. Встречи любителей кальяна в определенный момент приобрели соревновательный характер, что привело к зарождению уникального для всего мира формата – Hookah Battle – состязания в искусстве приготовления и оформления кальянов. Я был одним из тех людей, кто наблюдал за тем, как формировалась кальянная комьюнити в том виде, в котором оно есть сейчас. Я помню одни из первых хука-баттлов, которые проходили в Санкт-Петербурге. Это был, наверное, 12-11 год. Я сейчас, к сожалению, не вспомню точную дату. Оно было, то есть изначально, еще и в конце нулевых, там какие-то энтузиасты, там адепты на старых форумах. Но это было очень камерно, это было очень мало. Такое, чтобы это прям развернулось, наверное, это был 2012 год, 2012-2013 год. То есть мы тогда сделали, уже шел Hookah Battle, проходил, даже там третий какой-то, мы стали делать первые небольшие кальянные такие мини-фестивали в Питере, многие помнят, приезжали. Ну вот Антон Гайворонский делал одни из первых видео именно там. Я приезжаю в Питер на битву кальянщиков, я там увидел многих этих людей впервые живьем. Мы как раз попали в тот момент, когда первый тур кальянов, которые сначала вносили жюри, вынесли пробовать всем гостям, можно подойти и попробовать любой. Группы ВКонтакте, встречи, хука-баттлы и бешеный рост кальянного ютуба создали целый пласт сообщества, вышедшего за рамки профессиональной субкультуры. Где-то, наверное, к 2014 году я уже понял, что есть большая тусовка, большое количество людей, которые следят за всем тем, что происходит в этой индустрии. Я помню, как Антон Гайворонский где-то тоже в 2012-2013 году в мою группу ВКонтакте выкладывал свой первый ролик со словами: «Ребятушки, вот я ноунейм, посмотрите мое видео». Помню, как мы с ним общались в самом начале о том, вообще, как, что они делают, нравится ли мне это, потому что я все-таки появился чуточку раньше, вот, но при этом... И я прислушивался к тому, что он делает, и, наверное, с первых роликов смотрел, не пропускал ни одного из его видео. Когда я начал снимать блог, уже существовал Hookah Pro сайт. То есть это было, там, не знаю, 300, может, 500 человек со всей России, фанатов кальяна. Это домашние абсолютно курильщики, но они уже, у них был ресурс, на котором они были объединены, и у них были там определенные интересы, они общались. То есть это было формирование такого профессионального комьюнити, еще из домашних курильщиков. Там не было кальянщиков, еще не было тогда столько кальянных заведений, вообще не было кальянных заведений. Я помню тоже достаточно смешной момент. Антон Гайворонский начал как-то очень сильно расхваливать одного кальянного мастера за то, что он удивительным образом умеет, значит, натягивать фольгу на чашке, разглаживать ее как-то и так далее. Да? То есть даже такие мелочи уже начали обсуждать в деталях, как правильно это делать, и начали распространять об этом знания. Мне кажется, это вот именно тот год, вот какая-то вот закись азота включилась. Были ребята Royal Smoke, они начали одни из первых YouTube-блогов, делали обзоры на кальян. Я думаю, они были одни из первых, кто делали вообще обзоры на кальян. И мы тогда смотрели на это очень скептично. Типа, кому нужен этот YouTube? Он тогда, относительно недавно появился. Никто не верил, что там что-то с этого можно поиметь вообще, с этого YouTube. По моей памяти, в 2015 году яркими представителями кальянного комьюнити были... В основном это Дава Дым, потому что он, по-моему, начал чуть ли не самый первый снимать видос. По крайней мере, видосы про кальяны, которые я лично нашел самые первые в интернете, были от Давы Дыма. Очень простой, очень свойский, максимально простой, открытый чувак, поэтому я смотрел его видосы поначалу. Смотрел немного блог Антона, но я не хочу ничего плохого говорить. Просто было слишком долго смотреть, там, по 30, 40, 50 минут обзоры. Мне нужно было четко получить информацию, нужную мне, а там было слишком много воды. Кстати, опираясь на вот эти ошибки в его видосах, Антон, мой партнер, он сказал, что вот смотри, у него скучно, долго и нудно. Нужно сделать то же самое, только быстро, круто, в 10, 12, 15 минут максимум. В принципе, стало видно это комьюнити после того, как мы сделали первую выставку. Потому что мы делали площадку. Первое мое самое мероприятие, которое я сделала, называлось Hookah Man Party.
Это было с Никитой, типичным кальянщиком. Сделали мероприятие, поставили 15 кальянов. В каждом кальяне курился отдельный бренд, разные вкусы. Мы о них рассказывали, но что я увидела, что на это мероприятие пришли не хомячки, а пришли люди, которые владеют кальянными. И начали мериться письками друг перед другом, начали говорить о том, что моя кальянная лучше. И я поняла, что нужно сделать выставку, где будут кальянные магазины, где будут кальянные заведения. И на эту первую выставку встают не кальянные, там было реально 2 или 3 кальянные всего, а встают производители, и их оказывается много. И это оказывается сюрприз не только для меня, но и для всех, кто пришел на выставку. Мы ждали не больше 1000 человек, на первую выставку пришло 2700. Я поняла, что вот оно комьюнити. Это люди, которые профессионально в бизнесе, и люди, которые производят. То есть это уже создается некая экосистема, которая делает вот это комьюнити, когда нет одного звена, да, только хомячки, или только кальянные, или только магазины, а это вся цепочка, где есть и конечные потребители, и те, которые продают это, и те, которые производят для тех, кто продает. И вот тогда стало понятно, что есть комьюнити. Значит, Ася у нас мать кальянной индустрии, радеет за индустрию и только что придумала игру для вас, дорогие. Наклеить вот сюда вот себе стикер с брендом, кальянным брендом, и будете сидеть и угадывать. Я не знаю, что там. Я сейчас буду писать Асе. Стопудово тут северно, да? Я угадал. Каждый задает вопрос. Да, 3 вопроса. Если на вопрос отвечается «да», то есть я как бы правильно задала вопрос, угадала, то я продолжаю задавать вопрос. Давай. Как только отвечается «нет». Это переходит мне, да? Да. 1, 2, 3. Я первый. Я табак? Да. Отлично. Я светлый табак? Нет. Ладно. Я табак российского производства? Нет. Окей. Мне уже интересно. Я стоял у вас на выставке? Да. И что мне это дало? А я хайповый табак? Да. Я дорого стою на полке или как все? Скорее дорого, чем нет. То есть скорее да, чем нет. Я бонче. Если ты называешь табак, то ты проигрываешь, нет, если неправильно угадал. Я не бонче, окей, я не знаю. Так, хорошо, у меня банка круглая? Да. С крышкой, как у Москва. Вот такая вот баночка, да? Ну, не такая. Не такая. Не такая. Не все, нет. Теперь я задаю вопрос. Значит, я иностранный табак. Если я иностранный табак, то отношусь ли я к категории так называемых классических табаков, то есть арабско-турецких? Да. На мне проходит конкурс «Классический кальян». На всякий случай на Альфахире проходит так. Нет. Окей. А я снимал обзор на этот продукт? Наверняка. Я не все твои обзоры смотрю. Очень много, безусловно, но не все. Наверняка. Происхождение русское. Русское. Происхождение русское. Я хуй знает, братан. У меня фасовки разные, 125. Это я тебе должна ответить, я тебе могу сказать только да или нет. Да, у меня есть фасовка 25, 100 и 250. Разные, да, есть разные. Я вхожу в пакет компании Darkside. Нет. Ладно. Может быть, если положить тебя в пакет вместе с компанией Darkside, тогда входишь, а так вообще нет. Если говорить про кейс, то нет. Значит, я арабского происхождения, но не классический кальян. Соответственно, это светлый табак. Да. 50-граммовки. Да. У меня скучный дизайн, несовременный. Ну, как у любого арабского продукта, да? Значит, я арабский продукт. Ну, нет. Турецкий для меня тоже арабский. Хорошо, то есть я могу быть и турецким, да? То есть подразумеваю. Ты больше турецкий. Да, то есть я все-таки турецкий табак. Ты турецкий табак. Турецкий табак. Легкий. Да, легкий. Очень крепкий табак турецкий. Легкий. У меня большая палитра вкусов. Ну, как у любого турецкого табака. Мой логотип желтый? Нет.
Так. У них все желтые. Нет, Нет? точно нет. Я являюсь генеральным спонсором твоей выставки. В какой период? У меня было 3 генеральных спонсора. Период этого года, будущего, настоящего, вернее. Являешься. Являюсь. Я, наверное, Darkside. Я проиграл, да? Да. Ну давай, тебе одна попытка. Не желтый логотип. Да, золотой. Вот это поворот, да? Желтый это золотой, это желтый. Вот он, ты прикол, что нет. У тебя золотой логотип. Хорошо. Но высокая дымность. Колоссальная просто. Пушка-гонка. Так, я стояла на выставке с желтым стендом. Вот не с золотым, а с желтым. Ну да, это понятно. Почему золотой? Это желтый у них логотип. Давай загуглим, у них золотой логотип, тиснение золотое. Да желтый. Да где желтый-то? Тут вообще коричневый. Где желтый-то? Вот желтый. Да это золотой. Хотела сделать семяшку. Стремительный рост людей, вовлеченных в кальянную культуру, привел к появлению нового формата заведений – кальянные. Идеально подошли молодежи, желающие проводить время среди своих и с максимальным комфортом. Тренд диктует молодежь. Если бы ты, например, пошел бы с девчонкой в 2015 году в кальянную или в ресторан, в ресторане ты бы оставил x3 денег. Минимум. Мне кажется, в 2-3 раза больше ты бы точно потратил. Вообще концепт был удачный, потому что в России тоже зима долгая, где-то в холодную погоду тусоваться надо, в ресторане это дорого. Поэтому обычный потребитель, он увидел, что это интересная площадка, где есть молодая публика, такая же, как и я, где прикольная атмосфера, необычный ремонт, пускай местами дешевый, но их это не волновало. Настольные игры. В общем, новый концепт, новый формат, что-то новое, что притягало молодежь. Новое третье место, которое не стоит дорого и не является торговым центром. Да, то есть, если себе так подумать, мало каких-то активностей, которые можно сравнить с курением кальянов кальянной, которые стоят так недорого и можно провести время в любое время года компанией. И это не будет отвлекать так сильно от общения. Наверное, это просто в один момент оказалось наиболее подходящей им активностью и по интересу, так как это еще и новинка была, и в том числе по деньгам. Плюс огромный рост количества кальянов, который, мне кажется, был очень сильно спровоцирован, в том числе этим 15 ФЗ, и, в принципе, пониманием о том, что, как-то эти точки начали очень сильно совпадать. В 2013 году мы стали немного завязывать с аутсорсингом, наигравшись, и открыли свою первую кальянную в Питере, The Office Nargile Lounge. Это была первая своего рода кальянная, которая прям в новом молодежном стиле, в современном, интересном. Это оказалось настолько прорывной идеей, то есть там просто выстраивались люди в очередь, чтобы покурить. И мы это развили, и в тот момент, 2013-2014 год, приняли новый закон, который запрещает курить в ресторанах. Потом постепенно развернулась идея открытия специализированных кальянных, и мы запустили франшизу кальянной. И с 2014 по 2016 год продали около сотни франшиз в России, Казахстане и Беларуси. И где-то на этапе разворачивания этой франшизы 2014-2015 год стало понятно, что да, есть это прям широкие слои населения прочуяли эту тему, курят кальян реально очень много людей. 2015 год, я думаю, так. В определенный момент стихийное развитие кальянной индустрии обратило на себя внимание инвесторов. Инвестиции еще больше ускорили рост рынка, формируя крупных игроков кальянного бизнеса. Менее смелые ребята увидели, что более смелые вкладываются в бизнес, и он работает. Значит, нужно тоже вкладываться. Так как первая волна предпринимателей, она прошла, и прошла успешно, мне кажется, вторая волна увидела этот успех и решила подключиться. В твой рынок приходит инвестор. Человек, которому плевать на эту культуру, ему надо дать много денег тебе, чтобы ты сделал из этих много денег еще больше денег. Поэтому именно в этот момент, когда пришла первая инвестиция в кальянную индустрию, мне кажется, все перевернулось. Это неплохо, это нормально. Без них тоже не получится развивать рынок быстро. Если работать без инвесторов, то, не знаю, сейчас был бы на дворе 2017 год.
по кальянному развитию, а не 21-й, поэтому вы должны тоже это понимать. Люди, которые интересуются предпринимательством, стали больше узнавать о том, что есть такая штука, как кальяны, это сейчас тренд, и хочется как-то в это вписаться, да, но они не знали как. И тут, собственно, мы оказались в нужном месте в нужное время и выкатили это предложение. Ребята, мы покажем и расскажем. Это была первая кальянная франшиза ever. Несмотря на идеальные условия развития, каждый совершал ошибки. Отсутствие опыта, эмоциональные порывы и нехватка знаний – все это закалило наших героев и сформировало из них предпринимателей, способных бороться за лидерство рынка. Если говорить лично, что я, например, когда-то неправильно сделал, то, мне всегда говорят, что я делаю все очень медленно и стараюсь дойти до какой-то недостижимого идеала, да, тем самым снижаю скорость работы. Каждый раз, когда я от этого отказываюсь и на что-то закрываю глаза, чем-то не занимаюсь, во что-то не погружаюсь, это ошибка. Потому что в конце концов оказывается, что это было важно, хоть и не сейчас, но на будущее это нужно было сделать, и это бы упростило жизнь сейчас. 16-й год был факап с тем, что мы не ожидали количества людей, и было очень задымленно, никто не ожидал такого огромного масштаба. На второй выставке был жуткий факап с деньгами, потому что у меня было минус 430 тысяч я заработала. Вот, это было достаточно болезненно. Были еще проблемы с различными проверяющими службами. Это было очень, очень тяжело психологически. Я на второй выставке потеряла голос, не могла его восстановить 2 недели. Мне резали связки, потому что я рисковала вообще потерять голос на всю жизнь. Вот. Дальше был очень сложный год, когда мы переехали в Экспофорум, потому что новая площадка, смена площадки всегда очень тяжело. И приходилось осваивать новые системы утверждения, техконтроля и так далее. Это было тяжело и для меня, и для экспонентов, потому что все в первый раз. Но впоследствии, когда мы остались на площадке Экспофорума, просто стали осваивать новые и новые залы, стало легче. И сейчас уже, если бы не коронавирус и не карантин, и не вся эта история, то эта выставка, наверное, была бы одной из самых легких. Хотя, по факту, сейчас это одна из самых тяжелых для меня выставок, конечно. Наверное, самая главная моя ошибка, которую я совершил, развивая франшизу, это то, что я не хотел подключать инвесторов. Я хотел найти деньги, но чтобы не брать людей в долю. Но сейчас я понимаю, что надо было брать людей в долю каких-то и брать много очень денег. Были предложения давать реально прям серьезные деньги, но я на тот момент отказывался, думал, что надо оставаться вдвоем. Конечно, с опытом приходит понимание того, как надо было с самого начала относиться к франшизе, вернее, к ее упаковке, к контролю наших франшизников, к формированию бренда, хотя вроде, казалось бы, это самый, наверное, узнаваемый, наверное, даже в мире бренд именно кальянных заведений, да, то есть про Hookah Place знают далеко за пределами России. Тем не менее, как правильно контролировать и развивать франшизу, мы узнали на своем опыте, да, то есть и первые шаги, и вторые шаги, и третьи были с кучей ошибок, которые до сих пор мы с большим трудом разгребаем. То есть, конечно же, в бизнесе всегда лучше потратить больше времени сразу, вложить больше денег и сил сразу на проработку, чем потом исправлять то, что сделано неправильно. Да? Когда ты уже наворотил чего-то, уже машина большая, а тебе нужно какие-то моменты в ней настраивать, это уже потом сложно. Был такой период во времени, когда бывает такое, не знаю, кто занимается бизнесом, наверное, понимает, что ты чувствуешь, что это нужно сделать сейчас. Ты можешь потратить еще полгода, год на то, чтобы это сделать идеально, но, возможно, время уйдет. Вот у тебя есть импульс какой-то внутренний, что сейчас это нужно сделать, а дальше мы уже будем подстраиваться, будем настраивать. И я знаю людей, которые в тот момент сделали ставку на в чем-то более серьезный, проработанный подход стратегического планирования, и они закопались в этом. Вместо того, чтобы сделать это, они слишком долго подготавливались, да, то есть я знаю, что они сегодня никуда не пришли, или у них там есть 3 заведения или что-нибудь еще, да, то есть занять место самой большой сети кальянных, самой большой сети магазинов и так далее дается момент во времени. Мы его взяли, а дальше разгребаем те ошибки, которые на пути были сделаны, разгребаем. В то время как новое поколение завоевывало рынок,
отцы-основатели кальянной индустрии так и не смогли адаптироваться под современные реалии. Взяли на себя слишком много, расплылись на разные направления кальянной индустрии. Занимались и продажами, и вечеринками, и производством. То есть очень масштабные направления, которые требовали и финансовых вложений достаточно огромных. Хотя тогда начинали и таких денег даже себе представить не могли. Вот я проводил опросы в любителях кальяна, и мы каждый раз получали там не совсем правильный ответ о том, что люди готовы тратить по-прежнему не больше, чем $200 на кальян. Хотя, в принципе, было понятно, что публика уже созрела для более дорогих решений. И Иван Ботанов как раз сделал очень правильное движение. Он сделал российский первый дорогой кальян и начал его продавать своим клиентам, которые к нему приходили из дорогих заведений, где он работал кальянщиком. Вот это было очень круто. Мы это каким-то образом просмотрели. Ну, наверное, большой ошибкой было то, что я не пользовался маркетингом. То есть вообще этот инструмент я не использовал. И не набирал сотрудников. То есть можно было в какой-то период времени просто взять действительно людей и сильно увеличить продажи. У меня в течение этих лет были сотрудники, то есть я брал на работу людей, но все они подводили по определенным причинам, то есть я их увольнял в итоге. И такой могу совет дать: никогда не надо брать родственников. Это просто капец. Следуя законам маркетинга, новые игроки с легкой руки запускают продукты, способные в считанные годы потеснить непререкаемых лидеров индустрии. Никаких продаж не было. Все было сугубо экспериментально, так сказать. Ну и уже там, наверное, осенью, ближе к зиме 2017-го мы там уже запустили какую-то пробную партию. Она была 300 килограмм. Она была также в различных вариациях. Также мы собрали фидбэк в разных регионах, поротировали эти регионы, еще раз собрали фидбэк и уже вычислили, в каком направлении нужно двигаться дальше. Ну, 17-й, понятно, мы сходили на выставку Джон Кальяна, вот этот Christmas Sale. В рамках выставки мы продали больше, чем за несколько, эти пару месяцев пробных до выставки. Оттуда пошел рост небольшой. Ну как большой, от нуля-то он большой. Ты шагаешь, плюс 100 килограмм сделал, это уже плюс 100%. Впервые поучаствовали в выставке Hook Club Show. Там уже пошли кратные шаги роста. В 2019 году летом, по-моему, был на хлебзаводе у Антона фестиваль. Там нам вообще как-то фартануло. Мы опять поставили стендик, думали в неудобном месте, а получился он прям со входа и к нам. У нас там рок-н-ролл был. И как раз мы тогда кардинально так допилили цех. Были некоторые изменения технологические, в продукте были изменения. И вот с этого момента прям тоже пошел интенсивный рост. Ну и получается 19-е летом шаг большой, 20-й год весной большой шаг. Это 25 грамм фасовка. О проблемах с качеством мы думали еще на самом старте. Поэтому мы понимали, если мы будем расти, нам нужно исключать по максимуму все проблемы, которые могут возникнуть в процессе роста. Но все равно у нас был там один факап, у нас несколько месяцев не было Пинкмана. Здесь сидит Шах. Да. Это та сторона Инстаграма, которая говорит: забей правильно. Вот Шах. А Шах чем занимается? А всем. У нас все всем занимаются. Всея амбассадор Руси. Самое твое нелюбимое дело в компании? Пинать Тимофея. А Тимофей кальянщик? Ну да, забивает самые сочные, мощные миксы. Окей. Как пришла в голову идея снимать рубрику по забивкам? У нас была рубрика с миксами, но она была максимально простая, делалась
отчасти у меня на кухне, фотографировались баночки вот так сверху, в телефоне это все обрабатывалось, выкладывалось, и как бы это пользовалось популярностью, это пользуется спросом. Далее у нас появилась возможность, мы создали этот офис наконец-то, закупили оборудование и поняли, что мы можем снять крутую рубрику, и вот начали пилить контент. А что-то сам для себя открыл, какие-то миксы интересные благодаря рубрике? Ну, так в основном я их и делал. Я понял, вот. Но здесь нет, есть, безусловно, на самом деле интересные сочетания и очень Вот какой самый интересный микс за последнее время? Одно из самых безумных сочетаний для меня, которое вот он выдвинул, это был Байкал с кокосовым шейком. То есть я бы вот просто даже не стал смешивать. Мне кажется, не сочетается. Это не сочетается, но это очень вкусно. Передача по забивкам, она популярна сейчас? Ну, достаточно, я бы так назвал. А есть такие потребители, которые писали, типа, я забил, что-то не получилось, невкусно? Но мы стараемся максимально доступно донести, то есть и любой потребитель может исполнить данный микс. То есть мы не заморачиваемся там по забивкам слоями, по каким-то хитрым там нюансикам и прочему. То есть это максимально просто, чтобы ты закинул в чашу, и это вкусно курилось. А самый популярный микс среди потребителей из передачи по забивкам? Ну, вот подсказывает Pinkman Kiwi Smoothie, как бы это топчик. Классика, да? Классика от Must-Have. Да, это именно больше классика. На самом деле было много сочетаний, был такой микс Пифиграсти микс. Я его именно так назвал, то есть, и это тоже очень долго, на самом деле, он хайповал и всплывал везде. Недоброжелатели, или по-другому хейтеры, появляются одновременно с популярностью и следуют за ней рука об руку. И несмотря на весь негатив и критику со стороны злопыхателей, любая реакция хейтеров часто провоцирует рост и развитие компании. Хейтят в каких случаях? Когда не безразлично. Если похер, то тебе похер, ты не будешь тратить свои нервы на человека. Но если ты хейтишь его, значит, он тебе не безразличен. А не безразличен он бывает по каким-то причинам. Либо потому, что он делает что лучше, чем ты, у тебя не получается так же, ты его поэтому не любишь. Либо потому, что он делает какое-то дерьмо откровенное, которое тебе не нравится. Но я не делал дерьма, я старался делать все нейтрально, красиво, субъективно и правдиво. Я не скажу, что я пытался их обмануть или ввести их в заблуждение. Поэтому их хейт, скорее всего, обусловлен тем, что они хотели бы быть на моем месте, но не получалось. Рассказываю. 18+ строго. Был фестиваль Double Apple, на котором мы не присутствовали. Присутствовали другие бренды. И в рамках этого фестиваля были какие-то конкурсы. И на одном из этих конкурсов нужно было съесть с лобка продукт. Кальянный табак. И конкретно почему-то они выбрали must-have. Наверное, он слаще просто на лобке, я не знаю. Не спрашивал у этих людей. Вот. И как бы это все ушло в массы, это все форсировалось некоторыми блогерами. И было, конечно, неприятно, потому что это был такой первый такой факап. Но буквально через пару дней мы увидели, что вообще на самом деле это не факап. И еще как раз совпало так, возможно, просто совпадение, не думаю. Но мы интенсивно пошли в рост. Хейтеры возникают не только извне, но и внутри индустрии. Неизбежные конфликты и разногласия способствуют возникновению враждующих лагерей, каждый из которых становится локальным центром кальянного комьюнити. Это хэпэшные вот эти движухи, антохи вот в чатах, да, только в чатах исключительно, никаких личных разговоров, только в чатах ругаемся, блядь, детский сад. И там вот его тоже, там его сотрудники всякие, которые у него работали под ним, типа Платонова, вот самые яркие представители, такие, которые что-то какую-то херню в чатах несут, в общем, а по факту в лицо что-то ничего не говорят. А когда в лицо видят, либо молчат, либо глотают язык, либо пытаются перекинуть ответственность на какого-то другого человека. Я знаю, что у меня слишком дохрена хейтеров, и я уже отношусь к ним как к родным, короче, вот так. Дорогие друзья, вы сейчас видите кадры впервые, как у нас происходит драка между Айком и Антоном, выясняют отношения.
что это, наверное, был, я не знаю, там 2015-2016 год, что Антон превращается из такого настоящего блогера, который говорит то, что он думает, который за все хорошее против всего плохого, превращается в ангажированного человека, который, у него теперь большая бизнес-машина, ему нужно преследовать свои интересы, и вот он весь уже вот такой вот, не такой настоящий, да, то есть такая пошла волна формирования людей, которые, причем никаких причин, поводов я для этого не давал, это просто было в глазах людей просто потому, что у тебя уже большой бизнес. Если ты успешный, значит, что-то с тобой там не так, ты гондон, значит, да. Вот. Для меня это было забавно, потому что все, что весь успех мой, он был абсолютно на глазах там всех зрителей. С самого начала, с ничего, из выпуска в выпуск было видно, как мы развиваемся. Саша Нуахули, как-то он нас там захейтил, покидался банками. Если бы этот продукт был куриным, это неинтересно, невкусно, индустрии это не нужно. Полный провал. Тоже было неприятно, но опять-таки после этого хейта я увидел, что как бы есть очень много моих сторонников, как бы сторонников продукта Must Have. Они нас там защитили прямо в комментариях активно. Ну, и как бы я даже больше почувствовал силы уверенности, и вся наша команда стала намного увереннее после этого хейта. Я даже не понимаю, как бы плохо или хорошо этот хейт сыграл на нас. Но опять же пошел рост. Мой первый хейт. Я делала дегустации в смокинге. Тогда еще не было такого количества табаков, а я много путешествовала по миру и привозила табаки мировые. И проводила дегустацию, там, не знаю, привожу Нирвану, да, и мы собираемся, все пробуем этот табак, который я купила, и мы пробуем в России. И я всегда делала подводочки, то есть, типа, я садилась за стол и говорила, мы сейчас дегустируем такой-то табак, там, вот такой-то вкус. У нас собралось там 30 человек, и мы будем... И кто-то под этим написал, ей не блог вести, а носками на рынке торговать. Вот до сих пор помню. Это было очень болезненно. Вообще, поначалу для меня было странно, когда тебя хейтят, а там через неделю ты встречаешься на выставке, и люди как ни в чем не бывало, привет, там, здорово, как дела, дружище, чё кого там. А буквально в том случае, вот конкретно в том случае у нас была выставка в Сочи, там, ну, это была очень интересная выставка, на которой выставка была, короче, экспоненты для экспонентов, так сказать. Мы приехали, поставили стенды, походили друг у друга, покурили кальяны, жарко, весело, хорошо. Вот, и там на рамках выставки все хорошо, и там через неделю тебя этот же блогер хейтит. Ну, его мнение. Ну, у него же тоже, как бы, наверное, там... Он строит свой личный бренд так. Мы строим свой бренд по-другому. Мы, как бы, не обязаны там бегать за кем-то и просить переснять, переделать. Но это его мнение. Но я поначалу всегда на этот хейт очень так резко, плохо реагировал, прям жестко пытался отвечать. И сейчас уже понимаю, что это была большая ошибка. Надо было наоборот говорить, пацаны, красавчики, вообще супер. Как надо, да, я плохой блогер. Кто как обзывается, то так сам и называется. Я стараюсь не отвечать. Единственный момент, когда я сцепилась, это когда в каком-то общем паблике выложили свадьбу, кальянную свадьбу, когда там они колечко на пальчик там выдыхают, еще что-то такое. И пошел жуткий, огромный негатив со стороны некурящей аудитории, когда они там начали писать, вот идиоты, там, гробят своих будущих детей, там, ну, вот этот классический бред. И я ввязалась в этот чат, даже сделала там репост себе на странице, что, ребята, индустрия, защищаем. И вся индустрия сказала, да пускай они там живут, эти, как бы, некурящие, это... И мне так было обидно за индустрию, мне казалось, что ну как же, ну мы же должны вот просвещать людей, мы же должны сказать, что это индустрия. И вот в этот момент я писала какие-то там посты о том, что вы ничего не знаете, на самом деле кальян гораздо менее вредный, чем сигареты. Ну, в общем, я поняла, что с массой бороться бесполезно, и ушла как бы в тень. Были ситуации, когда сильно афишировали, ну, вот какие-то проблемы с кальянами. Там, я помню, мы однажды в каком-то, тогда уже появился Инстаграм, и кто-то в Инстаграме выложил видео, как он несет кальяны в мусорку. Вот это меня тогда больше всего задело. Но задело не с точки зрения, что вот это был удар по бренду,
А меня задела глупость людей, которые когда-то потратили там какие-то деньги, больше 10 тысяч там за кальян, и они там штук 5 кальянов вот так вот выбросили. Если говорить про Hookah Battle, то хейтеров хватало практически с первого дня его появления, потому что это соревнования, это конкурсы, это челленджи, всегда есть победители и проигравшие. И понятное дело, что люди, которые вложили много сил в том, чтобы поучаствовать, подготовиться там, и так далее, и они не заняли там призового места, ну, того места, которое хотели, они начинают хейтить. Такие люди всегда есть в каждом году, в каждом ивенте. После каждого мероприятия появляется дополнительное количество хейтеров, или с кем-то мы там поругались из-за того, что кто-то не победил. Ну, увы, тут это специфика этого рода деятельности. Это конкурсы, челленджи, и тут хейтеров действительно хватает. На самом деле, с точки зрения хейта, у меня реально нету людей, с которыми у меня есть негатив. Даже могу вспомнить несколько случаев общения с Мариком во время John Galliano Awards, 2 или 3 года назад, когда вручалась премия лучшему блогеру. Честно скажу, что я голосовал за Славу КНТМ, но при этом выиграл Марик, и я безумно рад за то, что он это сделал. И думаю, что у него нету на меня обиды, и он меня не будет хейтить после этого. С любым хейтером можно общаться. Да, есть какая-то определенная когорта неадекватов, но как бы жизнь одна, зачем мне тратить свое время на таких людей? Стас, вот для меня Питер — это всегда история. И мне очень интересно, как открываются кальянные, как открылась ваша кальянная в таком потрясающем историческом месте. Были ли проблемы? Здесь изначально находился старый советский офис, в котором, по словам старожилов, занимались секретной проектировкой для космической отрасли. Государство не мешало вам? То, что вы сносите потолки, стены? Мешало. У нас в Санкт-Петербурге есть специальный закон об исторических зданиях. Значит, если есть какие-то лепнины там, из 18-19 века, они тут в этом помещении присутствуют, но в офисной части. В договоре аренды прописывается правительством Санкт-Петербурга, что нельзя никак это трогать, ничего с этим делать. Мы не трогали. Вы не трогали, да, отлично. Многие кальянные делают упор на барную стойку. У кого-то она стоит 300 тысяч, кто-то из камня, кто-то... Я даже был в таких заведениях, которые достают мрамор или там окаменелое дерево из моря и делают себе барную стойку. Сколько вышла эта потрясающая, красивая барная стойка вам в себестоимости? Значит, вышла она где-то 400 тысяч вместе со всем. Дорого. И мне все партнеры, кто со мной этот бизнес запускал, крутили у виска, типа, Стас, нахер, зачем? Типа, я говорю, ребята, это будет главная визитная карточка заведения. И сейчас наше заведение входит во многие топовые инстаграм-подборки, типа, где можно круче всего сфотографироваться с прикольным бэкграундом. И это во многом нас раскрутило. То есть, оказалось, выстрелило. Отлично. Вот это интересная такой, штука. Да, главный вопрос — ВХС-кассеты. Знаешь Дмитрия Гоблина-Пучкова? Да. Вон там вот кассета, самая правая верхняя, она подписана им. Мы, короче, запускали такую акцию. Приносишь свою старую ВХС-кассету к нам в бар, мы тебе 500 рублей в баре дарим. И ты подписываешь свою кассету, кто-то что-то, чтобы запомнить. Ну и одна из визитных карточек заведения — это, конечно, моя научная работа. График о современных поколениях людей. Ты можешь подойти к этому интерактивному графику, выстроить, в каком году ты родился, и эта система покажет тебе, кто ты, что ты, какого поколения, какие Давай на мне, давай 92-й год. 92-й год. Значит, смотри, ты на 10% принадлежишь к миллениалам или поколению Y, или поколению 90-х. И на 90%, ну, почти полностью, ты зумер, короче. Это первое полностью цифровое поколение, то есть поколение соцсетей. Те, кто придумали ЗОЖ, диванные эксперты, спорящие там в всяких соцсетях, придумали заботиться об экологии. И, короче, вот такие вот характеристики, атрибуты. А сверху можно что посмотреть... сейчас модно, да? Это ты можешь восстановить в памяти, какие у тебя были события.
когда тебе было 8 лет, 9 лет, немного зацепил Ельцина, например, в первом классе, да? Конечно. Затем, когда ты был уже таким юношей-подростком, цифровая эпоха полностью сменилась на аналоговую, и появился широкополосный интернет. То есть раньше был модемный. И появились первые соцсети тогда. ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, там вот это вот все. Ты не поверишь, но, смотри, у меня идут мурашки. Я смотрю, и я реально вспоминаю, можно взять в кадр, у меня волосы поднимаются. Насколько это титанический труд? Это же трудно. Ну, это мое хобби, то есть, которое я воплотил в этом заведении. Ты делал эту панель? Я этой работой занимаюсь уже 5 лет. И, ну, как видишь, много данных собрано. Я выступал на разных конференциях, лекциях, как эксперт по А ты в социологии. университет не хочешь пойти работать? Ну вот, блин, я занимаюсь кальянами, вот, и они меня не отпускают, понимаешь? Хочется. Мне говорят, напиши диссертацию, да, там все такое. Для каждого из наших героев наступил момент осознания масштаба содеянного. Еще вчера начинающие бизнесмены делали свои первые шаги, а сегодня стали непререкаемыми авторитетами и видными деятелями кальянной индустрии. Наверное, такое осознание, что вот уже все хорошо, пришло в 2016 году, спустя год, когда уже было под уже 10 заведений, уже блог был больше, по-моему, 100 тысяч подписчиков. Открыл Сбербанк онлайн свой, такой посмотрел, просто понял, что, блин, мне 22 года, охренеть можно, у меня сколько все как хорошо. Когда мы открылись в Лос-Анджелесе, и я был в Америке, и у нас параллельно запускались какие-то европейские проекты. Когда на выставке в Лас-Вегасе все меня знал Хука Джон. Когда я приезжал к Эрику, и он знал, кто такой Антон, Эрика из Танжилс, тоже человек, которого уже с нами нету. И ему показывали уже американцы мои видео. Ну, короче, да, я понимал, что мы уже в России, понятно, мы самые там известные, но вот это ощущение worldwide, международной истории, оно, конечно, это был, я не знаю, какой год, 16-й год, наверное, это было, да. Получилось создать что-то очень большое, очень крутое, и неизвестно, куда это пойдет, неизвестно, как дальше сложатся звезды, бизнес и так далее, но есть уже некий фундамент, который разрушить будет невероятно сложно. Даже если постараться, даже если выйдут все законы в мире и так далее, уже когда бренд из России вышел настолько за пределы России, уже когда наш продукт знают настолько много людей в разных странах мира, сломать это уже будет сложнее, чем было построить. Не от информации с рынка возникло ощущение, что мы номер один, а от сложности внутренних процессов. Вот где-то тройку лет назад у меня такое ощущение сложилось, что я не понимаю, какая еще другая компания на рынке действительно занимается всем тем, чем занимаемся мы, и делает это таким образом. Ну, я почувствовал, что мы очень крупные где-то в 2019 году, когда уже там внушительные были объемы продаж, и я уже научился там лавировать в этой всей индустрии, понимать, кто, где, как производится, плюс-минус можно было научиться собирать статистики. Вот в 2019 я уже понял, что мы вошли там в топ-3. Это был 18 год, когда мы взяли первый раз 13 тысяч, а вторая по размеру выставка была 10 тысяч. И они пытались увеличить на следующий год, они сделали 13, мы уже взяли 20. Они взяли 20, мы уже взяли 26, и так и не догнать. Наверное, это год 16-й, когда я грузил там по 1000 кальянов там в какие-то... Я начал отправлять в другие страны там и так далее, и так далее. То есть, когда кальяны оценили действительно люди совершенно из разных стран, да, то есть для них эта цена вообще была копеечная, то есть с учетом курса валют и так далее. Вместе с популярностью пришла и ответственность. Будучи маяком для молодых предпринимателей, наши герои, как оказалось, не едины в своем мнении о недобросовестных действиях некоторых игроков рынка. Суть этого вопроса некорректна. Дело в том, что нужно понимать эпоху, да, то есть если
в России есть определенная бизнес-среда, да, и определенные правила игры, если ты предприниматель, да. И если ты все будешь делать чисто легально, по закону, по всем правилам, то ты прогоришь. К сожалению, не мы изобрели эти правила игры. Те, кто хотят заниматься в России бизнесом, им нужно уметь лавировать между тем, что законно, тем, что немножко незаконно и так далее. Люди просто играли по правилам игры, какие они были установлены рынком. И здесь как бы, то есть многие, господи, все, абсолютно все старожилы занимались безакцизом. Ребята, если вам кто-то говорит, что он им не занимался, это неправда. Я не считаю себя мерилом рынка. Я считаю, что наша индустрия, она такая, какая есть. И если там есть коперы, если там есть безакцизы, если там есть кто-то, кто ведет себя неправильно, такая наша индустрия. И мы не можем ее регулировать, и не должна стоять Ася Закатова, как мама, там, отчитывать, ставить кого-то в угол. Но я, как адекватный человек, понимаю, что у меня килограмм альфахера стоит безакцизного 1000, а акцизного 4500, да, но себестоимость плюс стоимость акциза. И я понимала, что если разница между акцизом и безакцизом будет адекватна, тогда люди самостоятельно, не надо их регулировать, они самостоятельно перейдут на акциз, что и произошло с введением закона про 20%. Нам не нужен какой-то дяденька, который стоит сверху над нами и что-то регулирует. Нам нужно просто законодательное поле, адекватное законодательное поле, внутри которого мы будем жить, развиваться, работать и ставить себе ограничения исключительно своим разумом, своим пониманием хорошего, красивого, правильного и неправильного. К тебе отношение с предубеждением просто из-за того, что знают, что есть другие компании, которые, условно говоря, производят безакцизную продукцию, и к тебе вопросы, а ты так не делаешь. Поэтому средство влияния было, в общем-то, всегда рассказывать, что, ребят, пожалуйста, это все доведет, это подольет масло так в огонь, что все зарегулируют до смерти, что, в общем-то, сейчас и происходит. Собственно, поскольку я сам перешел на торговлю акцизом, я всячески старался вот этот процесс узаконивания стимулировать, чтобы остальные начали торговать в рамках закона, заводили кассовые аппараты, торговали акцизом и так далее. Но при этом я не мог на этом слишком сильно настаивать, потому что я понимал, что основной оборот у нас в те годы проходил все-таки в безакцизе. То есть я, естественно, высказывал какие-то общие фразы о том, что, ребята, для того, чтобы нас всех не закрыли, нужно соблюдать какие-то правила игры. Почему у нас развернулся акциз? Все ушло в легальное поле. Новый закон, который позволил сбросить цены на табак, да, где табак стали считать именно вес табака, акциз, именно табачный материал, без глицерина. И это, собственно, полностью изменило ценовую политику, и с безакцизом стало, риск просто стал неоправдан, да, и весь рынок. Это просто рыночное решение. Это не потому, что все такие сознательные, собрались, мы будем работать легально. Конечно, все так говорили, потому что это красивая история. Контроль за табачной сферой всегда находился в руках государства. И было бы наивным полагать, что кальянная индустрия избежит проверок. Для кого-то они стали серьезным ударом для бизнеса, другие же видели в этом закономерную тенденцию последних лет. Постоянно что-то пишут, вот приняли закон. Он принят еще в 2015 году. Там есть куча ограничений, которые ограничивают курение и в ресторанах, кафе и так далее, ограничивают выкладку, ограничивают скидку и прочее. И я не питал каких-то иллюзий, что государство сейчас придет и все там разрешит, все будет хорошо, но и при этом истерики никакой не было. Это нормальное явление. Для меня это было нормально. И для нашей команды это было нормально. Я, с одной стороны, понимал, что да, закручивают гайки, да, этот рынок начинает проседать, но, с одной стороны, наоборот, продажи увеличились. Когда люди поняли, что они не смогут ходить в заведение, стали покупать много кальянов домой, и это хорошо сыграло на продаже. Но, с другой стороны, как владелец заведения, могу сказать, что да, гайки закручивают. Опять же, как производитель кальянов, имеющий свой сайт, магазин, меня так прилично закрутили гайки. У меня был прием оплаты на сайте, и в какой-то момент мне позвонил эквайр и сказал, что мы расторгаем договор по той причине, что вот вышел такой-то закон и так далее, и так далее.
В 2013 году, когда уже стало ясно, что 15 ФЗ вступит в силу 1 июня 2014 года, мы, конечно, немного расстроились, потому что у нас были огромные планы по развитию нашего сервиса в ресторанах, да, и в том числе у нас были уже планы там, международного характера, там, выход прям уже совсем в западные страны, с нашим сервисом. И, конечно, это вообще все поменяло, да. Первая реакция была вообще найти тот субстрат, который можно будет использовать вместо табака в ресторанах. И все тогда занимались этим поиском. У нас была тогда проект Шишита, которым тяжело вспоминать. Там была такая специальная минеральная вата в кальяне, похожем на баночку, да, такой на термос. Пропитанный ароматизатором, глицерином. И дошло до того, что там несколько месяцев, пока вообще отсутствовало что-то на рынке удобоваримое, потому что там был Соекс тогда, его курить было просто невозможно, на наш взгляд. Хотя пытались. Был продукт от Альфакера бестабачный, но ему нельзя было продаваться в России, потому что он назывался Альфакер, а это попадает под запрет, под ограничение 15 ФЗ. Он единственный был, который был похож на какой-то оригинал продукт. В итоге пришлось сделать собственные паровые камни, если кто-то помнит вообще такое явление, да, и на них какое-то время пожить. Но по большей части стало ясно, что развивать именно премиум-рестораны в этом формате — это путь, не очень такой правильный, потому что там это будет всегда режим какого-то выживания. Ресторану понятно, зачем иметь кальяны даже в этих условиях, даже до последней части 15 ФЗ, а вот зачем работать, да, с такими условиями, это прям было не очень понятно. Поэтому это в том числе ускорило наш переход именно в табачное направление, уход от сервиса. И это было, на самом деле, большой болью для нас, потому что мы очень любили свое детище. И я лично, мне было очень грустно от того, что это заканчивается. Но, тем не менее, весь свой опыт, который мы с этого получили, и, пожалуй, что здесь этот 15 ФЗ, он подстегнул вообще всю индустрию, и нас в том числе, и, может быть, даже сильнее всех остальных. Если говорить именно про кальяны, то были на региональном уровне подползновения в Питере. Это был Виталий Милонов, ныне очень известный, уже по всей России, тогда он был известен в Питере. Он тогда сделал законопроект, это был 2011 год, который запрещал именно кальяны. Именно в Питере, именно кальяны. И мы тогда с Олегом Княгининым развернули первую в истории компанию общественную, которая называлась «За кальян». Такая организация, закальян.org. Мы там собрались, закинули в это денег, напечатали тейбл-тенты во всякие заведения, петицию там. Но, к счастью, собственно, этот закон в Питере не приняли. И поэтому мы эту историю, в общем-то, и закрыли. Мы всячески старались объяснить, что кальян не настолько вреден, как это пытаются изобразить. Мы тогда боролись в том числе за отставку Милонова. Были такие всякие интересные вещи. Мы боролись с такими фейками, как пиявки в воде от курения кальяна. Объясняли, почему пиявка себя будет вести таким образом практически в любой воде, которая не является чистой. Пиявки любят чистую воду. Примерно то же самое происходит с нашим организмом внутри, когда попадает остальные 80% неотфильтрованной гадости, которые содержатся в табаке. Я верю в то, что нам удастся в итоге согласовать какие-то правила, и действительно индустрия будет работать в определенных законных рамках, особенно с учетом того, что к этому процессу подключились все, кто делают хорошие кальянные продукты или хорошие кальянные заведения в России. Я думаю, что нам все-таки это удастся сделать. Я вообще никогда не хотел привлечь к курению тех, кто не курит. Да? Я не хотел сделать это модным, заразительным для тех, я не курю кальян, ой, как это классно, хука-плейс такие прикольные, пойду-ка я буду курить кальян. Нет, я лишь хотел для тех людей, которые взрослые люди уже курят кальян или сигареты, или еще что-то, и они пробовали кальян, и они его пробовали неприкольным, или они его даже курят неприкольным, в ресторанах, дома, еще где-то. Показать им, что, ребята, это может быть классно, это может быть интересная культура, это может быть качественно на другом уровне, как ты можешь курить не дерьмовую какую-то сигару просто из говна скрученную, а можешь классную настоящую кубинскую сигару курить и пить не паленый виски безакцизный, а хороший выдержанный сингл-молт. И так же и с кальянами. Хотел показать, что есть качественная культура, и привить ее тем, кто уже, в принципе, готов, кто уже, в принципе, ее пробует, а не сделать ее популярной среди тех, кто не курит. Допустить молчаливое согласие в ответ на бесконечное ужесточение законов означало признать поражение и ждать, когда антитабачные меры сведут индустрию на нет.
Взаимодействие с органами власти было и есть единственным способом не потерять новую отрасль. Когда вышел 15-й ФЗ о запрете курения, все стали искать лазейки в законе, а понятно было, что нужно было искать не лазейку в законе, а возможность изменить этот закон. И я пошла сначала к людям, которые могли мне в этом помочь, там, в какой-то момент меня поддерживали, в какой-то момент им надоедало, и они переставали меня поддерживать. Но я понимаю, что любая большая задача делается только одним способом. Извините, жопой. Вот надо сесть и работать. И тебя хейтят, а ты должен работать. И тебя мажет мордой об асфальт, ты говоришь, ничего страшного, я сейчас умоюсь и пойду дальше работать. И ты приходишь, тебе там депутат лично говорит о том, что Асенька, не волнуйся, мы введем твой закон, а на чтениях начинает делать абсолютно обратную историю. Я должна с этим жить, я должна с этим мириться, но я должна работать, я не должна опускать руки и говорить, ну, значит так получилось. Вот на сегодняшний день у нас уже это дошло до совсем серьезного уровня. У нас есть ассоциация кальянных заведений, где кроме меня еще несколько сетей, кроме нас, где мы работаем с правительством. У нас есть GR-специалисты, есть юристы, которые ходят на заседания в Минпромторг там, и так далее. И то есть, ну, это да, в какой-то момент, когда ты становишься достаточно большим, и когда тебе действительно есть что терять, и когда ты вложил, даже дело не в том, есть что терять, а когда ты вложил так много времени и сил в какую-то индустрию, ты пытаешься ее обезопасить, ты пытаешься обезопасить в первую очередь свои вот эти усилия, чтобы они не ушли в никуда, чтобы потом кто-то не обосрал то, что ты сделал. Погарская фабрика, вот это владелец бренда и продукта Must Have, и не только потому, что там как бы цеха, инвестиции, люди, грамотные управляющие люди, а еще потому, что как бы это большое предприятие, которое дает работу огромному количеству людей, и большой налогоплательщик, оно умеет общаться с государством так, как надо общаться. Не с какими-то там своими, там, я хочу и все, так не работает. Если ты хочешь что-то от государства, ты должен объяснить, что ты дашь ему взамен. Прогноз непонятный, есть разные способы лицензирования, есть идея формирования АКВЭДа, есть идея формирования СРО. Все моменты прорабатываются, все идеи прорабатываются. В целом в государстве нету какого-то сильного противодействия всему этому процессу, кроме Минздрава. Минздрав обладает какой-то невероятной просто силой, которая может перекрыть любые другие ведомства. То есть одно ведомство говорит, да мы не против, нам вообще нравится, деньги, там, акциз, там, да, налоги в казну, все, давайте урегулируем, давайте придумаем. А Минздрав как бы говорит, нет, это все, вот нет, нет, нет. И у них какая-то, конечно, невероятная сила, они как будто над всеми стоят. Но это не безнадежный процесс, он двигается, и я думаю, что в той или иной мере кальянный бизнес никуда не денется, и кальянные заведения в ближайшие несколько лет глобально не исчезнут, потому что ну, нету таких объективных причин, несмотря на новые вот эти вот законы. Вишенкой на торте новых реалий стала пандемия, равная для всех и особенно болезненная для кальянной индустрии. Как и в случае ужесточения законодательства, разные игроки увидели в сложившейся ситуации разные пути преодоления, от развития до анабиоза торговли и производства. Учитывая, что мы работаем в развлекательной сфере массовых мероприятий, которые первые пошли под сруб во всем мире, вообще везде, конечно, по нам это ударило просто прям очень сильно. Поэтому первые 2 месяца мы находились там с ребятами в некой фрустрации вообще, типа. Но, к счастью, именно тогда, еще годом ранее, мы сделали ставку на то, что будем развивать онлайновые проекты, разные сервисы и все прочее вот это. И это уже начало приносить какие-то плоды, и мы раскачали онлайн-составляющую, мы стали делать онлайн-ивенты, шоу, челленджи и все прочее. Я думаю, там кто-то видел, что мы делаем в плане онлайн всяких проектов. В общем, мы раскачали эту историю. К счастью, пандемию удалось пережить. Хотя, конечно, скажу, что повлияло очень сильно. И до сих пор влияет. Пандемия, которая произошла в прошлом году, это была самая, это не палка, это просто, сука, пень в моих колесах. Потому что я открыл новое заведение, вложил сюда огромную кучу денег,
феврале. То есть я вот в феврале открылся, 14 февраля, и в конце марта мне говорят, сворачивайся. Но, однако, за счет моих корней, хитро выдуманности, я смог найти обходные пути, и мало того, что мы не закрыли эту кальянную, да, хотя все к этому и вело, мы еще и в период пандемии смогли несколько магазинов открыть, несколько франшиз продать, поэтому мы пандемию пережили еще более-менее. Я знаю, что есть ребята, которые там вообще чуть ли не повесились в ванной. Пандемия, да не сказать, что она прям... Она, наверное, для всего рынка как-то получилась такое золотое время. Ну, для легального большого рынка это было хорошее время. Немножко просто сместились акценты. Там 250 грамм, мы там вовремя там сократили объемы, все продумали, все четко ввели, 25 грамм они полетели. Не исключено, что у многих других брендов тоже полетело, это потому что они также начали выпускать маленькую фасовку, и они успели зацепить вот эту волну потребления. Но мне еще кажется, что большое количество курильщиков, которые были в кальянных, они как бы, ну, решили дома покурить. Смели там кальяны, смели табак, при этом навыков у них было недостаточно для того, чтобы курить. То есть они что-то неправильно забили, им не понравилось, они просто выкинули. При этом расход табака-то прошел. И, соответственно, мне кажется, что вот этот момент, когда люди перешли на домашнее курение, было огромное количество людей, которые просто не справилось с этим с первого раза, и просто очень-очень большой объем табака улетел в помойку. Смотри, в прошлом году, когда выставка состоялась, она состоялась в полном масштабе. На следующие выходные уже практически никого не было. Уже там прошло следующее мероприятие, на нем там было треть людей от тех, кто должен был прийти, потому что народ боялся. А следующие выходные уже никаких мероприятий не было, все закрылись. Естественно, что я делала? Я молилась и говорила спасибо Господи, что мы провели выставку. Потому что если бы это случилось на 2 недели раньше, была теория заговоров о том, что Ася специально на эти даты поставила, потому что знала, что закроют. Ну, в общем, много всякого было бреда. И потом, когда начался карантин, все разъехались, а потом у нас была такая онлайн-сходка, если помните, в начале карантина, что мы собрались и делали прогнозы, когда нас откроют. И все говорили, что нас, скорее всего, откроют, и все закончится, очевидно, 9 мая, потому что нам надо сделать парад, и, скорее всего, все закончится 9 мая. Естественно, даже мысли о том, что карантин продлится до следующей выставки, даже не возникало никакой. Что нас ждет в будущем? Как будет развиваться индустрия в условиях ужесточения законов и влияния пандемии? Можно ли вообще остановить русскую кальянную машину, вероломно захватывающую лидерство во всем мире? Хочется, чтобы все-таки индустрия осталась молодой, и остался вот тот дух и тот фан, который был присущ времени начала всего этого, да, когда все вновь, и когда мы открываем какие-то новые горизонты и делимся этим. Единственное, что хотелось бы, чтобы мы окончательно, насмерть убили всю маргинальность, которая связана с кальяном. Все вот эти вот восточные корни, они были нужны когда-то, сейчас вообще не нужны. Вся вот эта история андеграунда, там, подвалов, кальянов, грязи, липкости и так далее, она должна уйти так в прошлое, чтобы об этом даже никто не вспоминал и не думал, что когда-то это было присуще. Весь мир изменился, а выставка стоит, и индустрия стоит, и все развиваются. Я думаю, что это будет очередной толчок и развитие, и на будущий год будет, если откроют границы, а я надеюсь, что их откроют, будет такой же международный формат, и уже не надо будет делать стрим, и все будут общаться, целоваться, встречаться, пожимать друг другу руки, снимут эти дурацкие маски, и все будет хорошо. Если мы вступаем в эру пандемии, так сказать, то для ритейл-сетей это прекрасное время, а для производителей это прекрасное время задуматься о стратегическом развитии, и о том, что сетки это все-таки, вход в них стоит денег не потому, что там кто-то алчный, а потому, что у вас уже там 150 производителей, все не смогут продаваться, да, там везде. То есть место под солнцем будет стоить все дороже и дороже. Что бы ни случилось, в каком бы сейчас ты ни был положении, живи по совести. Мне бы больше хотелось сконцентрироваться на создании новых продуктов. Возможно, что
так ситуация выйдет, что у меня получится, скажем так, именно в этой роли полностью реализоваться и, грубо говоря, и принадлежать в большей степени именно к этой истории. Вот сейчас, наверное, всем будет обидно, но через 10 лет я точно не буду курить кальян. Значит, домик на берегу океана. Океан, кресло-качалка, кальян, портвейн. И я, не накрашенная, в старой растянутой кофте, сижу, пью портвейн, смотрю на океан. И все. Но через 10 лет я себя по-прежнему вижу владельцем заведений, как минимум. И кальяны я тоже не оставлю. Я все равно буду заниматься производством настолько, насколько меня хватит. Привнести стандарты изготовления кальянов в мир. То есть мы разработаем некоторые стандарты, и по которым будут изготавливаться кальяны во всем мире. Надеюсь, что я буду так или иначе связан с этой индустрией. Уже, наверное, вряд ли буду выходить на смены, как сейчас, потому что все-таки возраст будет уже не тот, но хотя не исключено, что и там в 41 год, через 10 лет я там, разочек в недельку, а то и, может быть, в месяц буду выходить на смены и так, скажем так, тряхнуть стариной не повредит. Очень многие люди не знают, что они хотят делать. Вот, очень многие. У меня никогда такого не было. Я всегда знал, что я хочу делать. Вот. И, ну, я точно буду заниматься тем, чем я люблю заниматься. И, ну, самое главное, что я буду счастливым человеком, потому что у меня есть жена, ребенок, семья. И как бы это самое главное, это все со мной останется и через 10 лет. И это важнее, чем тот, наверное, ответ на вопрос, который вы ожидаете услышать в плане кальянной индустрии. Это, в общем-то, вторично. Друзья, это видео подошло к концу, и я бы хотел сказать большое спасибо компании «Северный» и компании «Кальян для россиян», телеграм-канал про кальяны. А также огромное спасибо компании Must-Have за предоставленную возможность поехать по стране вместе с моим оператором-режиссером и снять для вас потрясающий фильм о зарождении кальянной индустрии в России. Если вы будете ставить лайки и подписываться на мои соцсети, у меня будет толчок делать такие фильмы как можно чаще. Это долго, это муторно, это много денег, поэтому без вашей поддержки я просто-напросто не смогу этого делать. Спасибо большое еще раз всем, кто смотрел. Спасибо компании Must-Have, Северный, Кальян для россиян. Все ссылочки будут в описании. До новых встреч и пока.